Привет! Меня зовут Пол, и моя цель изменить твой английский раз и навсегда. В этом уроке ты наконец-то научишься пользоваться артиклем the и понимать разницу между ним и общим артиклем a. Специально для тебя я подготовил самую трушную информацию по этой теме. Поэтому устраивайся поудобней, мы начинаем! Итак, артикль the – это определенный артикль, который выступает в роли что-то типа маркера для существительного, выделяя его очевидный или скрытый смысл, в зависимости от того, с кем и о чем мы говорим. Иными словами, он позволяет сделать любое существительное конкретным словом, смысл которого будет понятен только посвященным лицам. Для лучшего понимания, когда использовать артикль the, предлагаю запомнить один принцип. Используй общие артикли e и n на автоматизме. Не думай, когда именно их нужно использовать. Если существительное в единственном числе, то артикли e и n всегда используются в первую очередь. Данный принцип важно понимать, чтобы каждый раз не делать выбор между артиклями e и the, так как артикль the, в отличие от необходимо применять осознанно, когда ты хочешь придать существительному конкретный смысл. Спокойно, понимаю, звучит это довольно завуалированно и сложно. Давай лучше рассмотрим разницу между этими двумя артиклями, и я уверяю тебя, все сразу станет на свои места. Смотри. Определенный артикль the отличается от общего артикля e или n тем, что используется с чем-то конкретным. Это считается его самым существенным отличием. Также он может использоваться с существительными во множественном числе и неисчисляемыми существительными. Предлагаю рассмотреть несколько примеров, в которых артикль the будет существенно менять смысл предложений, в которых используется, по сравнению с общими артиклями e и n. Пример первый. Предложение I have money подразумевает, что у меня есть деньги в целом и то, что я хорошо зарабатываю. Артикль e в данном случае не нужен, так как money является неисчисляемым существительным. В то время как предложение I have the money может использоваться в ситуации, когда мой студент отправил денежный перевод за уроки и хочет убедиться в том, что деньги были мною получены. В таком случае я пишу сообщение в чат I have the money. Студент, отправивший конкретную сумму, поймет, о каких именно деньгах идет речь. В общем и целом, на основе данного примера вывод можно сделать следующий. Money – это деньги в неопределенном или неограниченном количестве. The money – это конкретная сумма денег, которая была оговорена ранее. Надеюсь, первый пример тебе понравился. На очереди у нас еще два. Пример второй. Представь себе такую ситуацию. Я спокойно сплю ночью со своей женой Хелен. Вдруг мы просыпаемся от лая. Хелен, смотря из окна, говорит «That's a dog». Собака умолкла, мы засыпаем. Через пару часов опять лай. Я просыпаюсь, а Хелен уже стоит возле окна, говоря с раздраженным голосом «That's the dog». Давай немного проанализируем данный кейс. В первый раз мы сказали «a dog», так как слышали просто голос собаки. Она представляла собаку как вид животного в целом. А во второй раз the dog, так как для нас эта постоянно лающая собака уже стала чем-то конкретным, о чем мы оба знаем и, услышав лай, понимаем, о чем именно идет речь. Уверен, после этого примера принцип использования определенного артикля the должен был стать для тебя еще более понятнее. А на очереди у нас заключительный, третий пример. Данный пример будет максимально простой. Давай представим ситуацию в школе. Допустим, один одноклассник спрашивает другого,
Где их учитель, с которым они знакомы не первый урок? Where is the teacher? Артикль the в данном вопросе прямо указывает на то, что они ждут конкретного человека на урок. А теперь давай представим немного другую ситуацию, в которой вопрос будет Where is the teacher? Допустим, чей-то новый преподаватель опаздывает на первый урок, и его в глаза никто никогда не видел. Никто из класса не представляет, как он или она выглядит. В этом случае для них a teacher представляет собой профессию в целом, а не конкретного человека. Ну, что сказать. Искренне верю, что хотя бы один из моих примеров помог тебе прочувствовать разницу между определенным артиклем the и общим артиклем a. На этом можно было бы закончить урок, но чтобы полностью закрыть сегодняшнюю тему, нужно еще разобрать пару нюансов и исключений, связанных с определенным артиклем the. Ты как, со мной? Тогда продолжаем. Раз с главным принципом использования определенного артикля the все предельно ясно, давай рассмотрим несколько дополнительных вариантов его применения. Вариант первый. Допустим, на вопрос Where are you? Где ты? Я могу ответить I'm in the bank. В моем местном банке, который я регулярно посещаю. I'm in the hospital. В больнице, за которой я закреплен. I'm in the airport. В конкретном аэропорту, из которого у меня запланирован вылет. Или вот такой пример. Open the door, please. Услышав эту просьбу от человека на улице, ты наверняка пойдешь открывать входную дверь, а не межкомнатные двери дома. Так ведь? Окей, двигаемся дальше. Вариант второй. Определенный артикль the всегда используется с такими словами, как the internet, интернет, the sky, небо, the sun, солнце, the moon, луна, the ground, земля, почва, the earth, земля, планета, the world, мир, the universe, вселенная. Тут собраны все самые необходимые слова. Другие можешь не искать. Двигаемся дальше. Вариант третий. Помнишь, я говорил тебе о том, что артикль the используется существительными во множественном числе. С его помощью мы можем выделять конкретную группу людей из их общего количества. Например, Children learn by playing. Дети учатся, играя. Имеется в виду дети в общем, как возрастная категория людей. We take the children to the park. Мы берем детей в парк. Имеется в виду конкретную группу детей, школьный класс или собственных детей. Вот еще один похожий пример. I like to work with people. Я люблю работать с людьми. Имеется в виду любить работать с людьми в целом. I like the people I work with. Я люблю людей, с которыми работаю. The people подчеркивает, что мы любим работать с людьми, с которыми непосредственно имеем дело на работе, а не со всеми людьми в этом мире. Ну и последний, четвертый пример. Так же, как и предыдущий вариант, артикль the выделяет конкретную группу людей. Только в данном случае это делается за счет прилагательных. Например, the young – молодежь, the old – старики, the poor – бедные, the rich – богатые. Данный вариант использования определенного артикля the не столь важен на начальном этапе обучения, но для более высоких уровней 100% должен пригодиться. Ну шо, мы сделали это! Время подводить итоги. Поздравляю! Наконец-то теперь ты знаешь все необходимое касаемо грамматики определенного артикля the. Знаю, это было очень сложное занятие,
с большим количеством правил и всевозможных нюансов. Самое главное, помни про главный принцип конкретного слова, а все остальное придет со временем. Благодарю за внимание. С тобой был Teacher Paul. С нетерпением жду тебя на следующих уроках. Have an amazing day! Друг мой, если тебе понравилось данное занятие, а также мой подход к изучению английского языка, то я приглашаю тебя стать моим учеником. Свяжись со мной и записывайся на индивидуальные, парные или групповые занятия. Все возможные варианты связи ищи в описании под этим видео. Но если ты из тех, кто привык всего добиваться сам, то приобретай мои методички и достигай поставленных целей быстрее и эффективнее. Благодарю за внимание. Всех благ!